И хай, да будет трэш, с вами Алекс Дэш. Давно меня не было на ютубе, сделал я вот такой вот летний перерыв и вновь, в общем-то, вернулся на ютуб. И сегодня у нас видео из серии игр Minecraft Pocket Edition. Да, уж никак я не оторвусь от Майнкрафта, но тем не менее, скоро будет видео, совсем, скажем так, другой темы. Итак, сегодняшняя тема будет весьма интересна. Думаю, никто не станет спорить с тем, что атмосферу любой игры дополняют музыка и звуки. Майнкрафт с его невероятными музыкальными композициями не является исключением. Его успокаивающая красивая музыка в сочетании со звуками природы завораживает, создавая прекрасную атмосферу. Но есть в Майнкрафте и такие звуки, прослушав которые захочешь выключить игру. Причина появления большинства таких звуков в игре непонятна. Скорее всего, они создают жуткую атмосферу игры, раскрывая темную сторону Майнкрафта. Сегодня я хочу показать и объяснить самые жуткие звуки, которые можно услышать в Майнкрафте. Погнали! Итак, начнем со звука, который является страшным из-за того, что он появляется неожиданно. Существо, которое его воспроизводит, Гаст. Даже когда это адское существо еще не попало в ваше поле зрения, вы услышите его пронзительные крики и плач за 100 метров, а когда обнаружили его, в вас будет лететь огненный шар. Сейчас вы можете прослушать его жуткие звуки. О существах мы еще успеем поговорить. Давайте перейдем к окружающей среде игры, а точнее в глубины океана. Именно там вы иногда можете услышать необычные и порой страшные жуткие звуки. Необычными могут показаться непривычные громкие бульканье или шорохи, однако есть и такие, от которых можно ужаснуться. Их будто воспроизводит какое-то большое жуткое существо, обитающее в глубинах. Впрочем, сейчас вы сами все услышите. Да, чем глубже пойдешь, тем страшнее будет. Глубины океана таят в себе много жуткого, однако в глубоких пещерах есть нечто более страшное. В общем-то, Майнкрафт без пещер — это не Майнкрафт. Все мы радуемся, когда находим большие пещеры, но есть жуткий фактор, который может остановить любого игрока. Пугающие до мурашек звуки. В простой тупиковой пещере их не найти, но стоит забраться в гигантскую шахту, и леденящий ужас пробежится по вашей спине. Крики, шорохи, стуки — все это будет окружать вас эхом, отдаваясь в пещерах. Звуки, похожие на стуки вагонеток, лифтов, однако самые пугающие из них опять же напоминают некое существо, таящееся в глубине тьмы. Кстати, именно в темноте вы услышите жуткие звуки.
если рядом с вами стоит факел, звуки все равно будут доноситься из темных мест пещер. Сейчас вы можете прослушать эти ужасающие звуки. С новым обновлением жуткие звуки появились и в Нижнем мире. Их слышно даже из портала, проводника между мирами. Похожие на приглушенные крики, они будто предупреждают нас о неприятностях, которые ждут нас в том мире. А когда мы окажемся там, они также будут сопровождать нас. Но вместо них мы будем слышать духовение ветра, тихие стуки и крики. Они будто символизируют неизбежность происходящего и утягивают нас в адскую бездну. Следующий звук издает самое страшное, на мой взгляд, существо, которое одним своим видом вселяет ужас. Эндермен. Вообще, я бы хотел сделать отдельный ролик про Эндермена и его мир, но я не буду говорить вам его тему во избежание воровства идеи, но могу сказать, что будет интересно. Темное, высокое, худое и без того жуткое существо еще и говорит тихие фразы наоборот. Но самое страшное начинается, если вы посмотрите этому существу в глаза. Все, что вы услышите перед смертью, это звук, от которого кровь стынет в жилах. Но есть в Майнкрафте такой звук, который будет страшнее всех предыдущих звуков вместе взятых. Чтобы найти его источник, нужно очень постараться. Звук пластинки 11. Помимо основной музыки Майнкрафта, вы можете услышать музыку игровых пластинок с интересными мелодиями.
Исключение составляет поломанная пластинка номер 11. То, что она скрывает, сильно отличается от мелодий других пластинок. Многие делают теории о том, что происходит на ней, но никто не знает, для чего ее добавили в игру. Тем, кто не слышал звуки этой пластинки, я рекомендую собрать силу в кулак.